Вложили около 30 тысяч долларов. Хомяки, кролики, козлы даже. А собака-то залетела. Троймясто, Варшава, Краков, Лодзь, Вроцлав. 1500 услуг мы осуществляем. Выгулы любой длины собаки. Где выгульщик погулял с собакой. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про собачий бизнес. Как зарабатывать деньги, занимаясь вот такими прекрасными делами. Разберем всю эту историю с собачкой и с прекрасными дамами. О, и он сел, смотри, как символично. Мы предлагаем услуги выгула собак. Выгулы любой длины от 30 минут до бесконечности. Я думал, ты сейчас скажешь, выгулы любой длины собаки. Да. И собаки любой длины, и выгулы любой длины, и количество собак любое. То есть тут полностью клиент задает, что он хочет. Мы просто идем и это делаем. В любую погоду, в праздники, выходные, неважно. Выгульщики приходят на выгулы. В целом стоимость выгула начинается от 50 злотых. В самом большом пакете самый короткий выгул и выше. У нас весь ценник представлен на сайте. Сайт очень классный и удобный для использования, поэтому можете посмотреть. Выгул можно заказать, когда клиент дома, и он сам передаст собаку. Также можно передать заранее ключи опекуну. То есть под ключ? Да, под ключ. В буквальном смысле. Да, и тогда он может и корм дать, и лапы помыть, и если там надо с ним поиграть, то тоже может поиграть. Ага. Ну, все, что хочет клиент, мы сделаем. Потом вторая услуга у нас есть, это подситинг или передержка. Это когда животное оставляют дома у нашего опекуна. Это опция чаще всего нужна, когда владельцы животных путешествуют, и на несколько дней они не хотят, чтобы собака была дома одна, и к ней приходил выгульщик, или не хотят там квартиру оставлять, и просто собаку завозят к нашему опекуну, и она там живет несколько дней. А сколько такая услуга стоит, если на несколько дней в среднем? За сутки с 3 выгулами, чаще всего собакам нужно 3 выгула, цена 139 злотых в сутки. Ага. Это индивидуально. И это конкурентнее, чем отель или нет? Отели... Сколько отель стоит? Отели, я думаю, отели ориентируются по размеру собаки, то есть маленькие собаки сейчас, по-моему, от 80 злотых за сутки, 80, 100, там 120 и Ну, далее. ее тоже типа выгуливают, но, понятно, не так Не качественно. всегда. Там разные отели. Есть такие, которые просто в клетке сидят. Есть такие, которые в Тюрьма. комнатах. Отель, получается, риторика меняется. Не отель, а тюрьма для собаки, да? Чаще всего их не выгуливают, а просто есть участок земли, на котором они все вместе бегают. Ага. Это и чаще друг друга всего. кусают там. Ну, конечно. Ну, есть такое. И кусают. Подкусывают. Подкусывают. Или спариваются. Да, ну, Вот, теоретически там есть люди, которые следят, чтобы этого не происходило, но иногда... Чтобы секса не было, да? Ну вот Лилия, мы ехали в такси, Лилия рассказала, например, можно отдать собаку в отель, а собака-то залетела. Несколько собак придет. Да. Для собак стрессовая ситуация, расстаться со своим хозяином, быть Или с незнакомым. человеком, да, как бы, как Да. в целом. Да, быть чужим человеком на чужой территории, поэтому если там еще и другие собаки бегают, если собака не очень любит других собак, для нее это может быть дополнительный стресс. Поэтому у нас индивидуальная опека, у нас опекун фокусируется только на одной собаке или там на нескольких собаках, но от одного клиента. И он ее выгуливает единственную, сколько там, опять же, присылаем трекеры, отчеты, чтобы владелец был спокоен. Да, Класс. также есть опция ситинга на дому у клиента. Есть собаки, для которых это большой стресс поехать в чужое место, жить у чужого человека, поэтому можно заказать ситинг на дому клиента, тогда опекун будет жить с И он прям фулл-тайм живет там, или Да. он прям В фулл-тайм? зависимости от потребностей. Если попросит фулл-тайм, то фулл-тайм, вообще не будет уходить. Да, любые да. животные, как на передержку, как на ситинг дому нашего опекуна, так на ситинг дому клиента, могут быть любые животные. Чаще всего это мы собаки, можем, да, коты. сейчас вставить фоточки хомячков, козочек всяких? Да, Тут сейчас. хомяки, Окей. козлы, кролики. По ассортименту это, наверное, все. Ну и плюс Класс. транспортировка, завести собаку к ветеринару, завести собаку к грумеру, завести собаку в другую страну, тоже можем все это сделать. Все, что связано с животным, можем сделать. Снизу в описании под видео будут все ссылки на сервис, ребят, там на Инстаграм, на сайт. Заходите, пожалуйста. Я так понимаю, как и для тех, у кого есть животное какое-то, так и для тех, кто готов с животным быть опекуном. Да. И у нас есть даже купон какой-то на скидку. На наши услуги есть купон «Пес». Можете Пёс. просто по-русски либо сказать
позвоня по телефону, либо заполняя заявку на сайте, ввести купон ПЕС, тогда у вас будет 15% скидки на первую услугу. Меня зовут Лиля, мне 22 года, я из Беларуси. Я приехала в Польшу 5 лет назад на учебу, я поступила в университет в Сопоте. И на первом курсе доехали ко мне мои родители, и мы вместе создали первый в Польше сервис для владельцев домашних животных, который предлагает услуги выгула собак, передержки, дневной няни. Дневной няни, мне нравится. Сколько у вас миллионов выгульщиков, сколько собак в портфеле, если так можно сказать? Выгульщиков у нас около 500, те, которые на данный момент По всей Польше? Работают. Ну да, по городам, по которым мы работаем. Тrójmiasto, Варшава, Краков, Лодзь, Вроцлав. Сейчас мы активно запускаемся в новых городах. Все города Польши с населением более 100 тысяч человек. У нас сейчас уже там идет набор опекунов. Опекунов? Ну, выгульщиков, опекунов, да. Опекунов. Просто мы разделяем так, что выгульщики — это те, которые именно ходят на выгулы, опекуны — это те, которые могут ходить на выгулы, а могут брать к себе домой собак. И плюс мы опекуемся не только собаками, но и другими животными. У нас очень много котов, мы приходим к котам на визиты. У нас есть разные животные: хомяки, кролики, козлы даже. Козлы — это вообще наша отдельная любовь сервиса. Ну, да. Очень их любят наши опекуны. Они причем живут не в самом... Мы работаем вот в Лодзи, а они живут еще за городом. И прям к ним ездят каждый день, 3 раза в день. Там морковочку, яблочко им дают, чтобы у них все было хорошо. Класс. Да. Вообще такая няшная ниша, да? Интуиция меня не подвела. Ну-ну, и что, получается, 500 опекунов? 500 опекунов, около 2000 животных у нас. В месяц у нас порядка 1500 услуг мы осуществляем. Класс. Кто занимается операционным управлением? Ты или кто-то другой? На данный момент я. То есть ты директор? Презес зарządu? Ну, Окей. наверное. Презес. Да, я веду, управляю проектом. Родители очень сильно помогают и подсказывают, задают стратегию развития, как двигаться, что делать. Из сотрудников у нас есть координаторы, есть HR-менеджер и менеджер по развитию. Отдельный менеджер по развитию. Да, менеджер по развитию, но он... И что он делает, интересно? Развитием занимается. Маркетинг, развитие, контроль качества тоже на нем на данный момент. Отслушивает все разговоры, делает контроль качества с клиентами после каждого первого заказа, телефонный звонок, она расспрашивает, что и как. То есть фидбэки, да, обратную связь максимально всасывает, собирает? Да, фидбэки мы очень сильно собираем, и там у нас просто каждый раз после каждого заказа приходит анкета, где можно там обозначить уровень удовлетворенности, скажем так, и плюс еще и телефонный звонок. И, клиенты у нас очень довольны нашими услугами, у нас за почти 4 года работы нет ни одного плохого отзыва в интернете. Где они оставляют в основном отзывы? В Google картах? Google, карты и Facebook. Ага, ну да, ФБ и Google. Да. Окей, а что еще? Как по налогам? У вас ПУКАЗО, да, я так понимаю? И, кстати, если вам нужна помощь в регистрации компании либо ИП в Польше, в бухгалтерии, в консультациях по бизнесу в Польше, вы можете обратиться к нам. Снизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Будем рады вам помочь. Кто налоги считает и оптимизирует? Мама? У нас по документам по финансам 9% ЦИД, и дальше там дивиденды какие-то, но я так понимаю, вы все обратно вкидываете, поэтому дивидендов нету. Как по налогам, насколько сложно вообще это все, насколько дорого? Вообще, как только мы начали платить налог, то есть к нашей цене прибавилось 23%, уже стало сложнее, потому что наши услуги стали резко дороже. Потом, в принципе, мы каждого опекуна трудоустраиваем, это стоит денег. Мы каждому опекуну официально перечисляем зарплату, это стоит денег. И поэтому я так понимаю, они все на умовозлицении, да? Потому что это как бы труд. Они на часы работают, поэтому есть ставка, и вы там им выплачиваете. Это дополнительные расходы довольно-таки... Основная часть расходов это, собственно, оплата сотрудников. Опекунов. Оплата опекунов, оплата команды, расходы на ведение фирмы и там и маркетинг, да, еще там какой-то... Да, мы все до сих пор вкладываем все равно в развитие. По сути, история создания этого сервиса начинается с моей первой подработки. Я была
Я искала подработку, связанную с животными. Мгм. Хотела стать таким выгульщиком собак и нашла платформу, где владельцы животных публикуют объявления. Мгм. Нашла свой первый заказ, договорилась на ежедневные выгулы в Сопоте с двумя маленькими собачками. За один выгул мне платили 50 злотых. На тот момент это были Not отличные bad. деньги. Ну, потому для что студента вообще класс. минимальная за час была 14, а тут просто за 30 минут я получала 50 злотых. Я думала, все, это работа мечты, я теперь становлюсь выгульщиком. Но недолго я была выгульщиком. На третий же день мне сказали, можешь больше не приходить, потому что я была очень плохим выгульщиком. Я не могла выгулить двух собак. Они просто сидели на месте, я вместе с ними не знала, что с ними делать. Ага, и в итоге они приходили домой, и они так ничего и не сделали. Да, на них были локаторы, то есть их владелица собак видела то, что мы сидим на одном месте и не гуляем. Она за это не хотела платить 50 злотых, поэтому она мне сказала, что все, спасибо. Вот, я рассказала о своих успехах моему папе. Папа мой предприниматель, у него на протяжении 20 лет был свой бизнес в Беларуси. И на тот момент родители уже хотели переезжать в Польшу, рассматривали разные ниши для нового бизнеса. И когда папа услышал мою историю, он сразу сказал, что нужно сделать качественный профессиональный сервис, чтобы и выгрузчики не мучились, и клиенты были довольны. Вот. Мы проанализировали рынок в Польше, посмотрели, что ничего нету, есть только там фрилансеры. OLX там всякие, да, и все остальное. Да, OLX, и, ну, как бы даже вообще ничего нету. Только одна платформа, которая не особо продвигается и где не особо много заказов. Посмотрели также рынок Беларуси, Украины, и там уже были более профессиональные сервисы, более профессиональные платформы и сервисы, которые пользовались популярностью. И мы решили, что запустим такой сервис тут в Польше. И это в 2019 уже был первый, не было конкурентов на тот момент? По сути, не было. Были отели... Просто фрилансеры какие-то? Да, были фрилансеры, были отели для животных, но это не совсем передержка. И была одна платформа, что-то наподобие OLX, где люди оставляют объявления, владельцы животных. А те соглашаются? Да, типа, владельцы животных оставляют объявление, что я ищу выгульщика в таком-то районе, звоните по номеру телефона. И люди звонят, и в такой способ договариваются о работе совместной. Ну, я так понимаю, вы с не очень большой суммой денег начинали? Или вы прям сразу на всю котлету зашли? Мы Да, как у вас было? На первых этапах мы вложили около 30 тысяч долларов для того, чтобы сервис вообще мог существовать. Это, наверное, в сайт, да, вот в инфраструктуру. В сайт, CRM-ку, в первые зарплаты, в запуск рекламы. У нас сразу же с первого дня работал человек, оператор, который принимал звонки. Поэтому... Поляк или полька, да? Полька, да. Конечно, было бы легче, если бы мы были поляками, то мы бы и сами принимали звонки, но мы хотели, чтобы это делал поляк. Сразу было на уровне, да, чтобы все было? Ну да, нам было очень важно. Совет, который может быть полезен для тех, кто хочет кто хочет открыть свой бизнес, это то, что нужно очень сильно фокусироваться на качестве. Основная цель — это то, чтобы клиент остался довольный, это чтобы улучшить жизнь клиента. И это самая лучшая маркетинговая стратегия — довольный клиент. Он вам приведет еще 5 клиентов. И мы на этом и фокусировались. Это было очень важно и по сей день остается. Максимально мы хотели, чтобы клиенты и опекуны были довольны жизнью. Из родителей. Родители предприниматели, был свой бизнес на протяжении 20 лет. То есть всегда, когда я росла, единственный пример для меня были родители. И они такой ролевой моделью для меня стали в этом плане. Мне папа всегда внушал, что никогда не надо ни на кого работать, что это свобода. Не в том плане, что ничего не будешь делать, а в том плане, что просто вот есть вот эта свобода желаемая. В принципе, я видела, сколько работали родители постоянно, я понимала, что это не халява, не путь к халяве, это путь просто к самореализации, возможно. И когда родители просто переехали, открыли здесь бизнес, я начала вникать в разные процессы, мне все было интересно, мне хотелось развивать сервис, поэтому я вникала в разные вопросы, связанные с продвижением, с сайтами, CRM-ками, с наймом сотрудников, с оказанием услуг клиентам. А родители сейчас, это их тоже full-time да. job, как бы, бизнес? Это ваш основной проект? Это ваш основной проект? Да.
Как сейчас выглядит сам продукт? То есть я как пользователь видел Инстаграм, ты ко мне просто добавилась, и это единственный раз, когда я написал человеку и сказал, давай мы возьмем у тебя интервью, потому что обычно наоборот. Вот. Круто. И я такой, типа, о, классная идея, много кому интересно, как кейс, да, такой. Даже не обязательно люди такой бизнес будут делать, просто идея того, что это малый бизнес, и вы как бы объединили тех, у кого есть проблема, с теми, кто хочет зарабатывать и готов решать эту проблему, да. Процесс довольно-таки сложный, потому что у нас есть сайт, у нас есть CRM-ка, и все процессы у нас, в принципе, сосредоточены в CRM-ке. Мы ее постоянно дорабатываем, постоянно улучшаем, так как у нас есть, во-первых, отбор и обучение опекунов, то есть это целая воронка, где опекуны проходят онлайн-обучение, потом тесты, мы эти тесты проверяем, отправляем их на обучение с нашими наставниками, потом фидбэк от наставников, потом они там подписывают договор, изучают полностью всю базу нашу знаний, где много материалов по поводу и собак, и по поводу работы в нашем сервисе, потому что у нас очень много правил разных. И также у нас в CRM-ке есть воронка для клиентов, потому что клиенты просто заполняют заявку, рассказывают о своей собаке, и все. Это все, что им надо сделать. У меня вопрос чисто риторический. Они фотки прилаживают или нет? Да, у нас есть специальный вопрос добавить фотографию животного, потому что как только мы добавили эту функцию, опекуны начали отзываться намного быстрее и намного лучше, потому что раньше они не понимали, кому они идут, кто там будет, а как только добавили фотографии, все, сразу все очень... Ну да, это важный момент. Да. Опекун, он же частично от этого кайфует все-таки, правильно? Полностью, я даже сказала, кайфует. Он полностью от этого кайфует. Да. И клиент у нас заполняет заявку, рассказывает о своей собаке, менеджеры это анализируют и подбирают нужного опекуна. Окей. Они одни оформили, приложили фоточки собачки, вторые квалифицировались, все, готовы быть опекуном. Как дальше коннекшн происходит? Заявка от клиента приходит нашему менеджеру. Менеджер ее отправляет в наш общий чат с выгульщиками конкретного города. И выгульщик видит всю информацию и может отозваться на этот заказ. Среди всех, кто отозвался, координатор, наш менеджер, выбирает лучший вариант и определяет его к заказу. Затем он присылает в профиль этого опекуна счет и подробности заказа по почте клиенту. Клиент это получает, принимает, оплачивает заказ, и все, у него подтверждены выгулы. Для выгульщиков у нас в CRM-ке появляются как такие задачи, то есть они видят свое расписание. Там также автоматически встроена им подсчет зарплаты, и также встроена функция отправки отчетов. После каждой услуги у нас клиенты получают отчеты. В отчетах у нас GPS-трекер, видно, сколько и где выгульщик погулял с собакой. Также фотографии собаки и описание, что... Типа, изменилась ли собака после выгула? Ну, довольная она. Мы недавно начали активно развивать соцсети, снимать разные ролики, которые пользуются, можно сказать, большой, ну, небольшой, пользуются популярностью. Kochamy zwierzęta i chcemy Ci pomóc w opiece nad Twoim przyjacielem. Мы первый же ролик, который запустили, он сразу же набрал 1,5 миллиона просмотров в ТикТоке, потом пошли миллионные просмотры в Инстаграме, на Ютубе у нас тоже много просмотров, у нас 25 тысяч подписчиков на Ютубе благодаря шортсам. По сути, две воронки, да, это те, кто и выгульщики, опекуны, мне больше нравится слово, не знаю почему, новое для меня сегодня, опекуны и клиенты, да, и как вы с ними работаете, то есть какой маркетинг? Клиенты к нам в основном приходят благодаря Google. У нас через очень, SEO, да, оптимизация. У нас очень хорошая SEO-оптимизация. Иногда запускаем Google рекламу, потому что тоже конкуренты не спят. Ну, уже же есть, да, конкуренты сейчас? Есть конкуренты, потому что за 3 года появились... 2023 год уже есть, на секундочку. Да. Но нету такой фирмы, как мы. Никто не занимается отбором опекунов, никто не занимается обучением опекунов, никто не занимается организацией услуги. То есть сейчас есть платформы, их уже, по-моему, штук 15. Они просто сделали более усовершенствованную версию вот этих объявлений, как я называю. То есть там просто человек забивает подробности о своем животном, и он видит 100 человек. И он каждому должен писать, можешь ли ты взять мою собаку, можешь ли ты взять мою собаку, с каждым переписываться, лично договариваться. Без гарантии вообще того, что
все будет в порядке с Да. выгулкой, и с собакой и так далее, да? Они себя позиционируют, эти платформы, как то, что они не несут никакой ответственности, это только услуги рекламы, якобы они Ну да, предоставляют. ну понятно, это типа проходная история, я так думаю, Да, но, к честно. сожалению, они пользуются популярностью. И рекламятся, потому да, и что, конкурируют с потому вами. что они дешевле. Дешевле они, потому что они не платят налоги. Да, мы хотим их как-то прикрыть, эту шайку. Лавочку, лавочку, да. Прикрыть эту лавочку хотели бы. А что с Опекуны из опекунами? соцсетей могут приходить. А вы запускали рекламу прям, типа стань опекуном там? На первых этапах мы клиентов и опекунов привлекали Ну да, рекламой по сути. в соцсетях. Сейчас у нас довольно-таки большой поток заявок на выгульщиков и опекунов, поэтому мы не всегда нужно запускать рекламу, но иногда, да, запускаем рекламу, а так в основном просто по рекомендациям, просто даже благодаря роликам в Инстаграме узнают о нас какие-то люди и подаются, и хотят работать. Смотри, я хочу стать опекуном. Мгм. Что мне делать? Заполнить заявку на нашем сайте. А какие критерии, почему меня могут не взять, допустим? Если тебе нужно разрешение на работу, мы не делаем, потому что это дополнительная работа. Да, важно походить, если собака любит ходить. Важно не опоздать, важно вообще прийти, чтобы собака и не ждала, и быстренько пошла погуляла. Важно уметь действовать правильно в экстренных ситуациях, то есть сохранять спокойствие, там, отпугнуть всю собаку, например, если другая собака подбежала без поводка, то важно ее отпугнуть. И в целом просто быть внимательным, чтобы доставить собаку целой назад. Это не совсем работа full-time, Это не full-time job, да? дополнительная работа, потому что если брать 8 часов прогулок, то в среднем 500 злотых, 1000, в зависимости от количества заказов. Мы не заставляем идти на выгулы, выгульщик сам решает, пойдет он или нет, поэтому захотел — пошел, захотел — не пошел. Марцель! Chodź tu. У нас выгульщики не занимаются поиском клиентов, это мы берем на себя. Выгульщики не занимаются, у них нет коммуникации даже с клиентом, мы не передаем даже номера. У нас координаторы ведут общение между клиентом и опекуном. Это хорошо работает в две стороны, то есть клиент не беспокоит опекуна, опекун не беспокоит клиентов. Вот таких у приватных выгульщиков, которые работают через OLX или другие платформы, у них тоже может быть проблема такая: заплатят ли мне вообще, потому что там фирма не несет никакой ответственности, владелец животного может вести себя как хочет, и это тоже часто проблема, что кому-то что-то не заплатили. У нас, например, мы оплатим всегда, даже если у нас ситуация, что там по нашей ошибке, например, пришел выгульщик, выгула нет, выгульщик получает зарплату, оплату за этот выгул. Это будет километров 30 в день находить надо. Не каждый это может сделать. У вас прям есть KPI, да, какие-то нормативы, что он должен? Конечно, у нас благодаря отчетам мы отслеживаем, сколько Да ты что, выгульщик класс. прогулял. Класс. Потому что если выгул 30 минут, а он нагулял 500 метров, то там будут вопросы к нему. Ну И да, он то может чем ты получить занимался? штраф. Разве что если собака. Разные собаки, бывают собаки-инвалиды, им не надо столько гулять, поэтому мы это анализируем тоже. Клиенты Да? выбирают, говорят, как именно, тут, допустим, погулять с мячиком, Класс. или пойти на собачью площадку, или, например, просто на траве рядышком посидеть. Меня зовут Яна. Я живу здесь очень много времени. Я приехала из Казахстана. Как я нашла эту работу? Я не хотела работать с людьми. И у меня было такое время, что я вообще не хотела работать с людьми. И я подумала, что я люблю собачек, кошек, вообще любых животных. И я поискала в интернете, и мне высветилась эта работа. И я подумала, так, это знак, это точно мое. И так я устроилась. Обычно, когда я с ними знакомлюсь, никакой агрессии нету, они только могут скакать. То, что они видят нового человека, и они радуются. Обычно у меня не было такого случая, чтобы на меня кто-то агрессировал, чтобы на меня кто-то гавкал так сильно, чтобы я боялась животное. Нет, у меня такого не было. Во-первых, GPS-трекер, он находится в телефоне у выгульщика, специальное приложение, в котором видно, где он ходил, сколько он прошел, сколько времени, сколько километров. Также там есть возможность отправлять ссылку на местоположение онлайн. То есть хозяин животного Да. может видеть, где сейчас. Да, где сейчас опекун. Да, он может написать, что идите в другом направлении, или идите назад домой, что угодно. Также у нас есть специальная экипировка, которую мы разработали для того, чтобы собаки не убежали. На такой экипировке гуляет каждый выгульщик. Это пояс, который сначала крепится на опекуне. Вот здесь. К поясу прикрепляется поводок. Поводок прикрепляется к ошейнику, который на собаке, либо шлейке. Сюда.
И также у нас дополнительный страховочный ошейник, который в случае, если основной ошейник подведет, то он останется на собаке и задержит ее от побега. И узлы. Да, узлы — это специально для удобства выгрузчика, чтобы рука не скользила, он может держать за узлы. Также с каждого выгула приходит отчет вот с тем GPS-трекером и также с фотографиями собак. Поэтому у нас опекуны обучены, как делать правильные фотографии. Мартель, секрет — это либо вкусняшка, либо палочка. Мартель, кто на что реагирует, вот так вот подставить, сфоткать, и тогда будет классная фотка. Наша целевая аудитория — это люди 30+, в основном, поэтому они уж тем более немножко, возможно, далеки от таких услуг и думают, что есть только отели. Но все равно есть люди, которые начинают это изучать, узнают об этом, потому что все-таки спрос есть, но просто не так много, как хотелось бы. То есть первое зафиксировали, это проблема с тем, что это новый продукт на рынке, и полякам. Вы же в основном на поляках работаете, у вас же вся коммуникация на польском, это важный момент, да? Польский, английский, русский. Сейчас в последнее время также много русскоязычных клиентов. На самом деле хозяева попадались очень милые, вежливые. Если им что-то надо, ну, к собаке, например, они говорят, будь внимательней, она может что-то съесть, то ты должен это как бы принять и внимательнее смотреть. Так что, если что-то надо, то они об этом говорят, и чтобы ты это соблюдал. Насколько разница в менталитете между поляками и там, белорусами и там, нашими странами? По нашему опыту, в принципе, клиенты у нас очень классные, очень дружелюбные, очень... Ну, у нас только положительный опыт с клиентами. Но были те, кто хейтили или там говорили, что типа я недовольны, были те, кто не заплатили. Курва матч. Были те, кто не заплатили, потому что, опять же, когда у нас все не очень было автоматизировано, оплаты приходили как-то позже, и нам могли... где-то там затерялись, да, нам могли говорить, что я оплатил, а в итоге не оплатил. Такие ситуации были с поляками. А чтобы ругались, такого не было. Такого не было. Были случаи, что нам оставили собаку, то есть клиент не выходил на связь, и нам пришлось собаку отвезти это что за в приют. проблема, да? Да, и мы сейчас очень ответственно, очень сильно подходим к просмотру заявки, к анализу того, как общается клиент, что он говорит. Потому что если это какая-то старая бабушка, которая хочет на 3 часа оставить собаку, непонятно зачем, то это вызывает, это вызывает у нас, и особенно если какая-то большая, серьезная собака, то для нас это важно сейчас. На данный момент, в ближайшем будущем, мы планируем запуск в новых городах. Ну да, экспансия, получается, по городам. Да, в возможных странах. Также и мы планируем постоянно автоматизировать наши процессы. Мы фокусируемся на автоматизации. Сейчас мы разрабатываем как свою дополнительную такую платформу, через которую мы будем вести все процессы. Но в будущем, возможно, круто было бы сделать приложение, просто это, опять же, нужно проанализировать, потому что наши клиенты... Стоит ли, да, допустим, наши приложение? Клиенты не очень любят... Для них даже сложно формуляр заполнить, где нужно ввести информацию о своей собаке, они любят по телефону это сказать. Для Кстати, них сложно поляки, отчет, ты заметила, да, что поляки любят по телефону говорить? Да, поэтому у нас инфолиния работает с понедельника по пятницу с 8 до 8 вечера. Мы вообще, когда только запускались, мы думали, что через какое-то время мы уйдем вообще от телефона, все будет... Типа супер будет все в мессенджерах, да, автоматизировано. Мы стараемся переводить все равно клиентов на мессенджеры. То, что это удобнее для вас, для бизнеса, для нагрузки. Окей, поляку проще позвонить, чем написать, это однозначно, я это тоже чувствую и в многих ситуациях вижу. Подписчики скажут, ну, типа, понятно, у них так все хорошо, они 30 тысяч долларов залили и вообще прибыль себе не выводят. Так ли это? Первое, самое сложное для нас, возможно, это привлечение новых клиентов, потому что услуга для рынка довольно-таки новая. Люди в основном привыкли к отелям для животных, и они... К тюрьмам. Да, и они думают, что других опций просто нет. Поэтому мы стараемся с каждым годом на все больше и большее количество людей выходить. Многие узнают, и комментарии в основном такие, что «О, я не знал, что что-то такое есть». Поэтому это проблема, потому что через соцсети, через рекламу, просто вот реклама нашего сервиса, они все равно не понимают, что это такое. Поэтому мы сейчас даже практикуем
просто подходить к людям на улице, к людям-собакам, и просто рассказывать им, что вот есть такой сервис. Долгое время я пыталась понять, как вообще управлять людьми. Это оказалось не так легко, как кажется, не так легко, как рассказывают в курсах разные бизнес-коучи и так далее. Бизнес-эксперты, Да, бизнес-эксперты. Опять же, при помощи родителей. Ну, без помощи родителей я бы не знаю, что бы произошло, потому что сотрудники... Ну, это сложно. Управлять людьми, требовать от них правильно, выстроить работу так, чтобы они зарабатывали зарплату не только себе, но и тебе. Ну, да. Это трудно, и это одним из таких проблем у нас было. И с польским у тебя все в порядке, да? Ты училась? Я училась в университете, но я училась на английском языке, но там многое было по-польски. Плюс я 5 лет здесь уже живу, плюс первые 1,5 года я была у нас координатором и таким HR-менеджером, то есть я много общалась с опекунами и клиентами. С людьми. Да, поэтому польский есть. Если в этом бизнесе сезонность, и отличаются ли города, в частности, там, по среднему чеку, допустим, да, или по количеству спроса? Сезонность есть. У нас сезон, когда у людей каникулы, выходные, праздники, тогда они уезжают, и им нужны наши услуги. По поводу городов, да, есть Варшава, естественно, самый лучший город. В плане количества заказов лучший город. Больше всего работы именно здесь, я подозреваю, потому что и денег больше у людей, и работы как-то... Ну, и, в принципе, и более людей заняты они, да, потому Да. что они, опять же, деньги зарабатывают, а животное есть. Да. Все вяжется. Но у каждого города есть своя специфика. Например, в Варшаве у нас почему-то мало передержек, но много, например, выгулов. Много выгулов. Вот, есть, в остальных городах как-то плюс-минус одинаково. В тех городах, в которых мы работаем больше всего, то есть это Труемясто и Варшава, там больше всего опекунов, больше всего клиентов. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если я могу помочь вам в развитии вашего бизнеса, помочь открыть ИП в Польше, помочь открыть компанию спółka z o.o. в Польше, или вам нужна платная профессиональная консультация, снизу под видео есть все необходимые ссылки, оставляйте заявку, я либо менеджер с вами свяжется, я буду рад вас видеть. Хорошего вам бизнеса в Польше!